обеспечить управление стратегическими ядерными силами, вот, в принципе, невозможно. Да и точность ракеты не обеспечивает такого удара. Так сказать, без обезоруживающего удара быть не может ракеты средней дальности. И не долетят. А вот мы можем нанести этот удар. Вот это важный момент. Вот. Если речь идет о Соединенных Штатах Америки в таком столкновении от границ, но закрыть вот эту самую черную дыру в Центральной Сибири, они не смогут. Друзья, самолет собран, наклейки все приклеены. Будем приступать к летным испытаниям. Получился очень красивый самолет. Мне он очень нравится. Как мы договаривались, красивые самолеты красиво летают. Это правило, оно не меняется. Самолет этот будет летать с помощью пропеллера 12/6. И у меня есть аккумуляторы 3S 2200 мА. Но производитель кладет этим самолетом еще и вот этот пропеллер, он поменьше, насколько я помню, 11/5, для полетов на этом самолете с аккумулятором 4S 2200 мА. Меньше пропеллер, мощнее аккумулятор. Пока еще у меня нету 4S аккумулятора, но я уже его заказал. Он приедет из Китая где-то через месяц. Но первый полет буду производить при помощи аккумулятора 3S 2200 мА. И попозже, когда приедет аккумулятор 4S 2200 мА, я уже поставлю вот этот пропеллер и посмотрю, какая разница будет между двумя этими пропеллерами и аккумуляторами. 3S 2200 мА, он слишком тяжеловат. Я думаю, 4S и даже 5000 мА будет лучше для этого самолета. Надеюсь, мотор и регулятор скорости потянут это дело. Друзья, скоро первый полет. Естественно, видеоотчет с этого первого полета будет. Всегда есть волнение, хотя я уже давно летаю на самолетах радиоуправляемых. Но всегда при первом полете присутствует мандраж. Но это естественное состояние, потому что не знаешь, как он будет летать, как он залетит. И надеюсь, естественно, у меня все это получится. Прекрасно. Оставайтесь на моем канале, пишите комментарии, ставьте лайки. Как всегда, буду рад вашим реакциям. Всем желаю всех благ. Петруш, иди сюда. Иди ко мне, хороший. Иди. Иди, Петруш.